Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна. И снова я хотел сказать вам о Димаше Кудайбергенове, о Димаше Кудайбергене. И как мне понравилось, как одна из подписчиц, как одна из женщин, которая комментировала видео предыдущее, написала о том, что да какая разница, Кудайберген или Кудайбергенов, главное, какой он несет в себе положительный заряд, талант и Божью искру. Что я хочу сказать, ребята? Вы знаете, дело в том, что есть люди, которые не приемлят таланта и пения Димаша. Но каждый имеет, право на свое мнение. Кому-то не нравится, кому-то не очень нравится. И да ладно, мы, в общем-то говоря, никому не навязываем. Но есть люди, которые начинают оскорблять, в том числе у меня в комментариях под видео о Димаше, оскорблять и Димаша, и меня, и, в общем-то говоря, нас с вами всех вместе, утверждая, что Димаш, в общем-то говоря, это никакой не талант, это совершенно такое, обыденное пение, чем оскорбляет меня в первую очередь, оскорбляет мои чувства, оскорбляет мою душу и оскорбляет всю ту армию поклонников мировую, которую Димаш завоевал и завоевал справедливо. Я хочу впервые на своем канале сделать опрос для того, чтобы показать всем людям, которые не просто выражают свое мнение, говоря, что им не очень нравится, и пожалуйста, в общем-то говоря, слушайте, что хотите, да, а которые оскорбляют Димаша, оскорбляют нас с вами, людей, которые заболели димашеманией, да, это единственное, мне кажется, заболевание в мире, которое со знаком плюс, положительное, и которым я желаю заболеть каждому человеку димашеманией, да, полюбить песни Димаша так, чтобы не проводить ни дня без его энергетики, без его целительной силы голоса, без его замечательных вокальных данных. Я хочу провести опрос и прошу вас, если я всего задам один вопрос вам. Вы любите пение Димаша Кудайбергена, неважно. Если да, то ставьте лайк и пишите комментарий. Хотя бы одно слово. Ставьте лайк и пишите комментарий. Если да, да. Если нет, можете ставить дизлайк. Я хочу таким путем, чтобы это видео набрало как можно больше лайков и как можно больше комментариев. Для того, чтобы это видео разослать во все фан-клубы Димаша Кудайбергена в России, в Казахстане, в других странах. Для того, чтобы эти фан-клубы опубликовали это видео. И для того, чтобы, я уверен, что Димаш и так знает, что его любит весь мир. Но я хочу, чтобы этим те люди, которые оскорбляют других людей и считают, что это можно делать, можно так себя вести, можно так выражаться, можно так жить, они поняли, с какой армией людей они столкнулись, тех людей, у которых светлая душа, тех людей, у которых душа тянется к прекрасному, тянется к Димашу, тянется к вот этому искусству, действительно, а не какой-то вот этой чернухи и порнухи, которая есть на нашей эстраде. И еще хотел вам сказать, что, вы знаете, с точки зрения энергетики, Димаш это определенного рода огромный энергетический потенциал. Вот как, знаете, взять, не знаю, вот какую-то частицу, которая заряжена как солнце, да, как солнце. Солнце не частицу, но возьмем солнце, просто пришло сейчас в голову сразу. И вот вокруг есть планеты, мы с вами, которые тянутся к свету. И они тянутся к свету, которая, к тому теплу, свету, исцеляющей энергии голоса, который дает Димаш. И, я хочу сказать, что появляются те планеты, которые, наоборот, тянутся к тьме обратно. То есть, каждый соответствует своей энергии. Если вы слушаете классику, например, слушаете великолепную музыку, слушаете Димаша, слушаете вот такие классные, просто поистине фантастические, гениальные голоса, вы можете точно не сомневаться в том, что ваша душа, она тоже имеет частичку прекрасного и тянется к прекрасному. Да? Если же вы, например, оскорбляете людей, которые любят Димаша, оскорбляете его самого, то точно можно говорить о том, что эти люди, они в тьме, в болоте, и они очень глубоко и далеко засели. Но что я вам хочу сказать? Это уровень энергии, потому что мы тянемся к тому, к чему, в общем-то говоря, что мы имеем частичку в себе. И самое главное, вы знаете, все те люди, которые, когда я снимаю видео о Димаше, все те люди, которые оставляют разные комментарии, разные абсолютно, да,
Я не нашел ни одного комментария, где бы люди матерились, где бы люди оскорбляли других, где бы люди еще что делали, именно которые тянутся к Димашу, тянутся к этому свету, болеют димашеманией. Знаете почему? Потому что подобное тянется к подобному, потому что вы внутри себя несете малую частичку того заряда, который есть в нем, этого божественного зерна, понимаете? И поэтому эти люди, они внутренне, нравственно, интеллектуально также на той же волне, что и Димаш. Понимаете, в чем дело? То есть вам нравится то, что вам нравится по уровню вашей энергии. Но если же вы оскорбляете, еще что делаете, уровень вашей энергии, он другой, он прямо противоположный. Он со знаком минус, он отрицательный, он черный. Если на вас посмотреть, вы черный, черные, понимаете, вот эти люди. Поэтому я этим опросом хочу показать этим людям всем, какая армия поклонников на самом деле, даже здесь, вот на этом канале, на моем, или просто людей, которые видят. Значит, и я присоединяюсь к вам ко всем. Я именно так же сделаю. Я поставлю лайк своему собственному видео и напишу комментарий о Димаше. Я еще раз говорю, это видео-опрос с вопросом: вы любите пение Димаша Кудайбергена? Если да, ставьте лайк и пишите комментарий. Любой. Можете написать о себе, о Димаше, о димашемании. Можете написать, что вы посоветуете послушать из Димаша. Можете написать, как он вам помог в вашей жизни. Можете написать, как вы почувствовали его исцеляющую силу, его пение. Что угодно. Но я хочу, чтобы люди увидели и узнали. Потому что у нас в России очень мало говорят о нем и очень мало, в принципе, популяризируют его пение. Только вот когда он начал сотрудничать с Крутым, мы увидели его и узнали, и услышали, кроме YouTube. А у нас на YouTube очень мало людей. У нас очень мало YouTube людей пользуются. Молодежь в основном, еще кто-то, да, там. Есть люди, которые старшего возраста освоили YouTube, освоили компьютер. Есть люди, там, ну, в принципе, которые работают с техникой всю жизнь. Но, в принципе, вот по федеральным каналам еще где-то об этом говорилось очень мало. Вот он спел на премии Муз-ТВ, там, где-то он еще выступил. Но все замалчивается, потому что русский шоу-бизнес — это гнилой, прогнивший шоу-бизнес, который не хочет, чтобы люди узнали об этом. Поэтому я вас призываю, значит, давайте во имя уважения и любви к Димашу, к его, значит, творчеству объединимся вот в этом видео и взорвем мир и Россию вот, значит, тем, что такое и что это заявление Димаш Кудайберген. И пусть все услышат его голос, и пусть все поймут, с чем они имеют дело, и пусть все поймут, что Мессия, который пришел на землю, он есть, и слушая его, вы исцелите свою душу. Ребята, ставьте лайки, пишите обязательно комментарий. Еще раз говорю, вопрос один. Вы любите пение Димаша Кудайбергена? Я жду ваши комментарии. Пока всем, ребята. До встречи.